Ну что, наконец мы прогуливаемся по пляжу Пешкарусом, не смотрим на него сбоку, откуда-нибудь сверху, на параплане, там со смотровой. Значит, что бы я посоветовал однозначно, это забраться куда-нибудь повыше, вот, снять байк, арендовать машину, пролететься на параплане. Но обязательно обратите внимание на этот пляж, как панораму, короче, сделайте так, чтобы он у вас был, не знаю, с какой-то возвышенности, чтобы у вас была возможность его увидеть сверху и полностью. Он гораздо красивее, на самом деле, гораздо красочнее и фотогеничней именно с такого высокого ракурса. Нахождение на этом пляже, я не сказал бы, что он нас так восхитил, если бы мы не пролетелись. Вот сейчас мы, когда идем здесь, прогуливаемся, просто зная, какой он на самом деле красивый, и видя его воду сверху, да, в нашем видео вы тоже это могли наблюдать. Там инструктор наш попытался как следует это все показать. На самом деле я не в первый раз убедился, что GoPro, конечно, очень сильно отстает от Соньки. Но вот если вы выбираете камеру и до сих пор у вас как бы какой-то, не знаю, межуйтесь, короче, однозначно берите Соньку, я вам советую, это стопудово. GoPro как-то немного искажает то самое видение вот этого всего, этой всей красоты. Сверху это просто дух захватывает, это какие-то просто невообразимые пейзажи и просто космические реально виды. Могу сказать, что Фетхи сам по себе, ну и его окрестности именно курортного плана, мягко говоря, не дешевый. Если вы говорите про перекус, вот просто перекус, 1500 рублей, это просто перекус на одного человека. А если покушать, прям вот, чтобы плотно, да, ну вот, закладывайте где-то 2500 на человека. При этом могу сказать, если вы будете арендовать байк за 1000-1100 рублей, да, вам спокойно можно будет отъехать чуть дальше от курортной зоны, 8 где-то километров. В торговом центре шикарные, вообще очень вкусные и такие полезные перекусы. Это можно спокойно покушать, ну, где-то на 1000 вы с кофе, вот с этим, со всем остальным, на 1000-1100 на двоих вы покушаете. Ну, представляете разницу. И намного вкуснее все, намного полезнее и намного дешевле. Так что вот все, если говорить про советы и про более-менее полезности разнообразные. Если что, пишите в комментариях, может быть, я вам что-нибудь подскажу еще. Байк, значит, я вроде сказал, по соточке мы снимали здесь, лир. Закладывайте еще на бенз где-то, соответственно, в день где-то, ну, по 25-30 лир. Ну, на длительные поездки имеется в виду, конечно же. А если в прибрежной зоне, то, ну, 20-очка, наверное, 15-очка, и вы предостаточно будет. Здесь серпантин, не забывайте, в гору, конечно, байк гораздо больше кушает, соответственно. Ну что, у нас сегодня последний день в Фетхе. Очень все нам понравилось, удовлетворило. Единственное, конечно, мы вот с этой поездкой промахнулись конкретно, ну, вот на Черепаший остров. Но мы ни о чем не жалеем, нам нужно было это узнать, нужно было посмотреть. А как без своего видения, так сказать, дела и ситуации мы можем что-либо сказать про сам пляж или про какое-то место, не увидев его, да? Мы не умеем так с чужих отзывов просто болтать. Мы должны были убедиться в том, что в том или ином месте, что оно стоит или не стоит внимания людей. Я на всякий случай вот предостережение, чтобы вы имели в виду, что все-таки это спорт, это как бы подготовка, в любом случае хотя бы минимальная должна у вас быть. Вот сзади меня вот здесь вот девушка сидит, она как бы уже, вот она здесь. Она уже здесь 5 минут, и у нее нога распухает все больше и больше. Уже скорая сориентировалась, приехала, определила, походу, что это перелом. Ну, я так думаю, по крайней мере, я подходил. Не стал уже спрашивать, я просто снимал и смотрел на ногу. До ноги ей очень тяжело
как бы дотянуться самой, это раз, и трогать она ее боится, это два, и когда до нее докасаются кто-либо, ей очень больно. Соответственно, и распухание тоже как бы говорит о том, что у нее с ногой реальные проблемы. Так, как минимум, я думаю, перелом лодыжки у нее присутствует, закрытый. Вот, значит, реакция уже. Прошло всего, кстати, минут 7 в общей сложности. Значит, уже приехали девчонки, определили тяжесть. Первая помощь, которая приезжала. Перелом, соответственно, по ходу серьезный, потому что уже сейчас подъехала такая машина уже более, как видите, с серьезным оснащением. Ну вот, и сейчас ее будут, скорее всего, забирать. Так что будьте бдительны обязательно. Не будьте халатными, в первую очередь подумайте о том, что это все-таки ваше здоровье, а не ни в коем случае под алкоголем. Здесь это даже не говорится. Это логично, что здесь человек не должен быть как бы ни под каким-либо там опьянением, ни наркотический, ни алкогольный, это само собой. Потому что это очень все серьезно, и можно реально встрять, и встрять как бы до такой степени, что у вас потом будут проблемы на всю жизнь. Вот сейчас эту девушку загружают. Чем порадовали турки, что сразу среагировали, девушки из кафе увидели, что проблема, сразу же вынесли стул, воду, как бы, и как бы сразу же ей начали всячески помогать и всячески подбадривать, поддерживать, потому что девушка, конечно, очень сильно расстроена. Я не то что думаю, что она об отпуске думает, а о том, что это на всю жизнь. Короче, это по-любому перелом, это сразу же на всю жизнь. Вот. Плюс ко всему, конечно, я ничего не хочу сказать, но компания хорошая, отлично, быстро среагировала. Но, блин, девушка с серьезным лишним весом, и по ней видно, что она не подготовлена. Как бы, блин, надо, конечно, не то, что я там как-то, хотя бы немножко спортивная подготовка, я не знаю, зарядку там какую-то сделать, разминку, по-любому перед полетом. Вот как у нас сегодня и еще ребят запускали, никто ничего не разминает, то есть никаких вот моментов нету. А как вы без разминки будете совершать прыжок? Я вот этого не понимаю, потому что да, не каждый прыжок, он прогнозируемый. То есть вы летите, порывистый ветер вдруг, откуда ни возьмите, как здесь часто бывает. И, соответственно, изменение полета, оно сразу же в ту же секунду меняется. Как вот сейчас и показала практика. Упасть так, что будут такие серьезные последствия. Я думаю, это не единичные случаи, потому что реакция моментальная была. И, конечно же, берите у проверенных компаний, точнее даже будет сказать у сетевых компаний, которые внушают доверие. Не берите в шарашкиных конторах. The sand beneath our feet, all too much between the land and sea, face to face. До пляжа мы прошлись, сейчас еще в сторону платного, посмотрим, что там такого кардинального и сильного отличия от простого муниципального. Расскажу еще, что там, какие впечатления. Значит, если говорить про данный муниципальный пляж, я понял, где все наши. Я думал, что курорт в области Фетхи вообще не любим российским туристам. Мы вообще не встречали, как-то я обращал внимание, русской речи вообще не было слышно. В городе, в окрестностях нигде не слышно наших. Мы пришли на пляж и поняли, где наши все находятся. И турки, кстати, здесь, конечно же, знают немного русский язык, но как бы вывесок гораздо меньше видно, чем в Кемере на русском языке, но они тоже здесь встречаются. На улице, так сказать, Волкин-стрит, которая здесь тоже около пляжа расположена, которую я немножко показал. Если вы на эту область Турции не обращали внимания из-за незнания языка,
допустим, того же английского и ездили только в Кемер, обратите внимание на эту область. Очень красиво здесь, живописно, но, как я уже сказал, планируйте здесь где-то, если хорошо прям отдыхать, вкусить всю местность по полной, где-то 200-220 долларов, ну 250, если вообще ни в чем не отказывать себе, 250 долларов на человека в день. Так, салон, короче, который мы обещали вам показать, вот он, я так вкратце его, значит, показал и точечку на Maps.me оставил. Значит, по аренде байков вообще по-любому, вообще четко, все спокойно. Байк, мелкие детали не фотографируются, просто вот осматриваются, также дается и также сдается, без проблем. 100 долларов просит он депозит, ну или там можете оставить 400 лир. По полетам я бы не советовал. Мужик отличный, но работает он с не особо добросовестной компанией. Ну и, соответственно, из-за этого, конечно, могут возникать проблемы, как это у нас было.